В юности меня интересовала даже не столько игровая сторона спектрума, а скорее утилитарная. Мне нравилось осознавать, что это именно компьютер, а не какая-то там игрушка, и что на нем можно делать кое-что полезное. Да, я не занимался там на серьезном уровне программированием, хотя и пытался писать текстовые квесты на бейсике, но тем не менее. Хотелось сделать что-то этакое, что ощущалось бы чем-то более серьезным, чем простое гаманье. Тем более, что меня тогда многие игры на спектруме, честно говоря, как-то вот несколько разочаровывали, и было интереснее их бесконечно загружать и смотреть, чем вот целенаправленно в них залипать. Видимо, поэтому я и мучился с копировщиками, бесконечно перегонял игры с кассетной бобины, писал биперные мелодии и оцифровывал свой собственный голос. Это все вот прям завораживало. И естественно, когда в наше время стали доступны eBay и прочие прелести интернета, то я сразу же положил глаз на принтер для спектрума. Мне это было просто безумно интересно вот посмотреть и пощупать, как все это работает. Нужно сказать, что принтеров для спектрума в природе существует как минимум 2. Хотя, возможно, и больше, хз, но тем не менее, самые известные и распространенные это так называемый Alphacom принтера Timex и, собственно, самый первый, оригинальный ZX принтер. Alphacom — это изделие несколько более позднее, более качественное, с более высоким качеством печати и все такое. Покупая рабочий Alphacom, вы, как правило, не будете иметь с ним никаких проблем и сможете пользоваться им долго и счастливо. Но так как я не ищу легких путей, то, естественно, мой выбор пал именно на оригинальный ZX принтер. Замечу, что ZX принтер это штука даже не спектрумовского периода, а еще более ранняя. Это устройство было разработано для ZX 81, и ладно еще, если это был бы девайс на века, как тот же Alphacom, но Sir Clive на то и Sir Clive, чтобы придумывать нечто эдакое. В общем, в конструкции ZX принтера есть такая штука, которая сводит ваши шансы найти этот девайс не после ремонта и в рабочем состоянии практически к нулю. А если вы даже таковой и найдете, то можно сказать со стопроцентной уверенностью, что работать он будет крайне недолго. Фишка в том, что в этом принтере есть такой хитрый ремень, к которому крепятся стилусы и которые, собственно говоря, и печатают. Так вот, как я уже и сказал, ремень этот довольно-таки хитрый, и заменить его резинкой от трусов не получится. А сами же эти ремни от времени уже просто пришли в негодность, и причем, как я понял, абсолютно неважно, насколько интенсивно использовался ваш принтер и в каких условиях он хранился. Просто пришло их время, вот и все. В общем, чаша сия не миновала и меня. И когда я созрел для покупки ZX принтера, я натолкнулся на ту же проблему. Честно говоря, не помню уже, почем я взял свой ZX принтер и какое было заявленное состояние, но вроде бы я выиграл его за умеренную цену на аукционе, и при этом он был заявлен как untested. Короче, скорее всего, дело было примерно так, но это не точно. Да и пофиг. Гораздо важнее то, что покупка данного принтера ознаменовала собою начало моего хождения по мукам длиною в годы. Вот буквально. Ну ладно, как вы понимаете, когда этот принтер приехал ко мне, то оказалось, что, конечно же, он нифига не рабочий, чего в принципе и следует ожидать по умолчанию от всего, что продается как untested. В общем, приехал этот принтер, я обнаружил, что он нифига не печатает, раскрутил его и, естественно, увидел то, что я ожидал увидеть, а именно рассыпавшийся на мелкие кусочки ремень. Вообще, по поводу самого принтера как такового, нужно заметить, что он произвел на меня крайне неоднозначное впечатление. С одной стороны, все это отдавало чем-то максимально дешевым, максимально простым, а с другой же у меня вызвал невольное уважение и даже восхищение сам концепт этого устройства, которое было максимально маленьким, максимально симпатичным, и, насколько я полагаю, в рамках 81 года оно просто рвало все шаблоны нафиг. Да, конечно же, в то время были и намного более серьезные принтеры, но камон, вот эту маленькую копеечную штуку можно было подключить
к такому же дешманскому спектруму, который родители купили своему чаду для обучения бейсику и что-то там печатать. И неважно даже в каком качестве, но печатать. Как бы да, в наше время ничего такого в этом нет, но только подумайте о том, что это был 81-й, мать его, год. Я уверен, что сам факт того, что ты можешь что-то там напечатать у себя дома, напечатать при помощи спектрума, это уже само по себе взрывало мозг. По поводу же цены этого устройства, то в разные годы она колебалась от 39 до 59 фунтов стерлингов, что, конечно же, тоже как бы деньги, особенно по меркам начала 80-х, но тем не менее я уверен, что большинство других принтеров, если не все, были очень сильно дороже, чем синклеровский ZX принтер. В общем, это все хорошо, но давайте теперь о минусах, а они, конечно же, есть. И я даже говорю не о довольно-таки относительном качестве печати. При моей попытке раскрутить это чудо техники, я понял, что собрать его нормально у меня уже не получится, так как болты или шурупы, хрен его знает, короче, я как настоящая блондинка никак не могу запомнить вот из вот. В общем, он был закручен на болты, которые вкручивались в хрупкие пластмассовые столбики, которые, конечно же, тут же сломались. Ну да ладно, это такое, так как суперклей, как говорится, наше все. Другое дело, что внутри все оказалось крайне мелкое, неудобное, и шансов собрать нормально этот принтер у такого рукожопа, как я, было крайне мало. Ну а что ж поделаешь, как гласит народная мудрость, взялся за гуж, не забудь сходить в душ. Еще следует добавить то, что мелипиздрические печатающие стилусы, которые крепятся к Кремлю, Еще следует добавить то, что мелипиздрические печатающие стилусы, которые крепятся к ремню, нефиг делать потерять при разборке девайса, и даже те конторы, которые занимаются непосредственно ремонтом ZX принтеров, а такие имеются, да. Так вот, даже эти конторы пишут, что если вы пришлете принтер на ремонт без стилусов, то они просто отправят его нафиг назад. Так что здесь нужно быть предельно аккуратным. Ну ладно, в общем, занялся я поисками этого ремня, и оказалось, что мой знакомый ФБ, швед Юан Эндал, как раз занимается производством ремней для этих принтеров. Я заказал у него ремень на Selma Retro, но не все оказалось так просто. Я ждал посылку месяц, ждал 2, ждал 3, но так никогда и не дождался. Дело в том, что в стоимость ремня по умолчанию была включена пересылка без трекинга. Я не уточнил этот момент, и, естественно, сработал закон подлости, и посылка потерялась. Спустя какое-то время я договорился с Юаном об отправке этого принтера ему на ремонт, но денег тогда не было, и все это благополучно замялось. Но спустя несколько лет я опять решил заморочиться ZX принтером. На eBay мне подвернулся хороший вариант, это был принтер в отличном внешнем состоянии и tested and working. Я красиво выиграл его на аукционе, и продавец не обманул. Принтер действительно работал, но, как я и сказал выше, время не обманешь, и после того, как я напечатал с его помощью лишь несколько буквально цифр, блядский ремень опять рассыпался. Я опять обратился к Юану, и он бесплатно отправил мне новый ремень. Я только оплатил пересылку с трекингом, естественно. В этот раз я уже не рискнул лезть в принтер своими корявыми руками и попросил известного спектрумиста с ником Breaking Heart поменять мне этот долбанный ремень, что, к слову, оказалось не такой уж и простой процедурой, так как нужно было все сделать максимально аккуратно и надежно закрепить стилусы на ремне. Для этого следовало подобрать металлические стержни правильного диаметра, к которым крепятся стилусы. По умолчанию вообще на заводском ремне были специальные пластмассовые шипы, на которые насаживались стилусы, но, видимо, это было сложно повторить технологически, и на новом ремне стилусы нужно было закреплять при помощи кусочков стальной проволоки. Стилусы, к слову, нужно было еще и поставить правильной стороной. К счастью, вместе с ремнем имелся мануал, да и на ютубе есть видео того, как это правильно сделать. В общем, мой доблестный мастер блестяще справился с этим не таким уже простым заданием. Все было сделано идеально, тютелька в тютельку, как доктор прописал, но при попытке что-то напечатать, принтер печатал нормально только 3 левых знака места, а дальше все превращалось в какую-то кашу.
Да еще и в принципе печать была какой-то очень тусклой и явно не такой, какой она должна была быть. Но, как показало время, вопрос с яркостью печати заключался не в принтере, а в самой бумаге. Тут, наверное, нужно сказать пару слов о том, как же этот принтер печатает. Дело в том, что он не использует никакой краски, а занимается выжиганием на алюминиевой бумаге. Что-то наподобие чекового термопринтера, только здесь выжигание происходит электричеством на алюминиевом напылении. Я совершенно не ручаюсь за точность определений и формулировок, но во всяком случае в моем понимании это все происходит где-то примерно так. Так вот, бумага для ZX принтера по сути является бумагой. Неожиданно, правда? С одной стороны это просто бумага, а с другой на ней имеется алюминиевое покрытие или напыление, на котором и происходит процесс нанесения изображения. Как я и сказал выше, в том, что печать была блеклая, виновата оказалась именно эта самая алюминиевая бумага. Выяснено это было опытным путем, методом замены рулона со старого принтера на новый. Да, с каждым из моих принтеров в комплекте шел начатый рулон бумаги. Рулоны несколько отличались по цвету, и оказалось, что на бумаге, которая шла с моим новым принтером, печать получается выцветшая, а на бумаге от старого все печатается вполне нормально. И, как я понимаю, дело здесь, наверное, в условиях хранения, влажности воздуха, может быть освещении или еще чем-то таком. Но не суть. Гораздо важнее то, что, исходя из вышесказанного, покупка бумаги для ZX принтера на eBay ничего вам вообще не гарантирует, так как фиг его знает, где и как она хранилась и какое качество печати она обеспечивает. Это получается просто лотерея, и причем лотерея не дешевая, так как бумага эта стоит не совсем прям копейки, и продавцы далеко не всегда проверяют качество печати на каждом отдельно взятом рулоне. В общем, насчет яркости печати все стало понятно, и теперь мастеру предстояло решить гораздо более серьезную и непростую задачу. Понять, почему же вместо божественной картинки принтер печатает просто пиксельную кашу. Никакие манипуляции со стилусами и ремнем не приносили результата, и лично я уже начал подумывать, что у ремня просто немного неправильные размеры, но позже я притащил свой старый и нерабочий ZX принтер в качестве донора, и после многих экспериментов по замене и переставлению разных деталей туда-сюда и даже разбору самого моторчика, причина была найдена, и заключалась она вот в этом вот колесике с прорезями. Через него проходит улавливаемый фотоэлементом свет, и эта штука, скажем так, координирует работу принтера. И вот эти самые миниатюрные прорези в колесе были чем-то загрязнены, да так, что превращали картинку в пиксельное месиво, и очистить их никак нормально не получалось. В общем, мой товарищ использовал старый принтер как донор, позаимствовал оттуда данное колесо, и вуаля, все заработало. Да, добиться прям идеальной картинки не получилось. Имеются небольшие сдвиги некоторых пикселей, просветы, причем каждый раз в разных местах. Но, тем не менее, для такой штуки, я считаю, картинка вполне норм. Тем более, вот сколько я не смотрел видео по этим принтерам на ютубе, идеальной картинки я, наверное, ни у кого и не наблюдал. Подозреваю, что эти принтеры ее изначально не выдавали, и также подозреваю, что ввиду хрупкости, миниатюрности и необходимости идеальной настройки механики, качество печати ZX принтеров сильно гуляло от одного экземпляра к другому. Да и по большому счету, наверное, можно сделать предположение, что сам концепт дешевого принтера для самого дешевого компьютера в 1981 году вполне возможно не предполагал высокого качества печати в принципе. В общем, добившись приемлемого результата, теперь после всех мытарств наконец-то можно посмотреть эту шайтан-машину в действии. Честь и хвала за это известному спектрумисту Брейкин Харду. Но давайте по порядку. Вот так выглядит упаковка от этой конфетки. Принтер for Sinclair Computers. С другой стороны показано, как это чудо подключается к ZX 81. Ну а внутри находится стильная пенопластовая коробка, почему-то с названием моего канала, в которой и живет, или вернее сказать покоится, этот 42-летний дед. Соседний отдел, кстати, судя по картинкам в гугле, предназначен для блока питания, который, видимо, шел в комплекте, то бишь для БП от компьютера.
Тут я очевидно чего-то не знаю и недопонимаю, так как пазл у меня в голове не складывается. Зачем, класть в комплект БП, тем самым повышая стоимость изделия, если принтер питается от компа, у которого блок питания есть и так? Хз, напишите, если знаете. Ну ладно, давайте поближе взглянем на сам принтер от дядюшки Клайва. Как я и сказал, он питается только от ZX Bus и никакое отдельное питание ему не нужно. Какой же он все-таки маленький. Даже сейчас замеряем. 14 сантиметров в длину, 4 сантиметра в высоту и около 7 сантиметров в ширину. Что же мне теперь делать с этой ценнейшей информацией? На принтере имеется всего лишь одна кнопка, которая работает независимо от компьютера и просто позволяет промотать бумагу. Вот эти зубчики, кстати, дают возможность легко и безболезненно совершать отрыв бумаги и использовать ее по назначению. Но давайте ближе к телу. Для управления девайсом на Spectrum имеются три команды. Во-первых, это L-Print. Это то же самое, что и Print, только L-Print выводит текст не на экран, а на бумагу. Еще есть команда L-List, которая выводит на бумагу сам листинг программы, ну и копии. Копии просто копируют все, что есть на экране, на бумагу. Думаю, не нужно объяснять, что разрешение принтера, конечно же, 256 на 192. Ладно, давайте уже посмотрим все это дело в работе, и так как печатать текст несколько неинтересно, то наваяем сейчас какую-то картинку или фотку. Сорян, но ввиду жесткой экономии нормальной бумаги, которой у меня осталось совсем ничего, много резвиться не будем. Кстати, немаловажное уточнение. ZX принтер не дружит с DVM-C, поэтому загрузить картинку в один клик не выйдет. Если подключить оба устройства одновременно, то принтер безостановочно печатает все сплошным цветом, поэтому придется делать все по старинке. Но для начала давайте выберем, что же именно мы будем печатать. Так, что тут у нас на ZX-арте? Распечатаю я, наверное, лучше фотку своей любимой супруги и буду потом любоваться. Зачем же бумагу зря переводить, печатая какое-то непотребство от Джо Ван Дейла, за которое еще канал потом удалят, говорят, такое бывает. Ну его нафиг. Итак, поехали. Вначале создадим в фотошопе изображение соответствующего разрешения и поместим в него фото моей ненаглядной. В принципе, выбрать нужный участок картинки можно и в конвертере, но тут мне тупо удобней. Вот так где-то оно и норм. Потом загоняем это дело в BMP to SCR, номинально играемся с фильтрами, яркостью и сохраняем как тапок. Затем конвертим в вавку, закидываем вавку на телефон, подключаем Spectrum, принтер, заправляем бумагу и можно приступать. Для этого пишем load 2 кавычки, screen S для загрузки и вывода картинки на экран и команду copy, чтобы копировать изображение на принтер. Фух, ну что, не подведи, адская машина, иначе мне придется распечатывать фотку жены на богомерзком ПК-шном принтере, а мне это не положено по вероисповеданию. В общем, go! Кстати, сейчас он печатает вроде получше, чем раньше. При предыдущих попытках печати на фотографии имелся вертикальный просвет шириной в пиксель через всю картинку, а сейчас его вроде как нет. Ну и отлично, результатом я в принципе доволен.
Ну что ж, как видите, практическое применение спектрума налицо. Украсил вот стену. Мелковато, правда, но зато бесплатно. Почти. Друзья, и конечно же я хочу поблагодарить моих спонсоров и патронов на абсолютно всех площадках. Особенное спасибо я сегодня хочу выразить Андрею Угольнику, Unknown Filmmaker, каналу Drunkfly, ссылка в описании, Герману Шутенко, ТМ, Володимиру Мишину, Варьяту, АДФ, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Crazy Animal, Сайберу, Юджину Труневу, Робопасту, Сергею, Василию Селиванову, Снауту 81, Василию Харужику, Маше и Сереге, Джедаю, Телекрабу, басисту Акселю, Михаилу, Редблинку, Игорю Овчинникову, Лапулену, Алексею Ярышко, Георгию, Андрею, Задонатил, Диме Сэму, Виктору, Арту, Соли по вкусу, Кригу, Махиладу, Живе Беларусь, Александру Ковальчуку и всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам, друзья. Покедова.